Грета, прекрати свое постыдное шоу, не выдавливая из себя слезы. Не верю. Я искренне думала, что Грете Тунберг лет 15 сейчас, и все, что она говорит, простительно для ребенка, которого заставляют читать заранее подготовленные тексты. И вот узнала, что мы ровесницы. Нам обеим по 18 лет, а это уже тот возраст, когда самой пора отвечать за свои слова и поступки. Ты Грета Тунберг из Швеции, а я Мария Гичко из Украины. Слышала про такую страну? Ты еще учишься в школе, а я уже на 3-м курсе Киевского института международных отношений. Киев – это наша столица. До сих пор мы слушали тебя, теперь послушай меня. Я могла бы к тебе обратиться на английском, но сделаю это на другом языке ООН. Ты обвиняешь старшее поколение, то есть наших родителей и grandparents, в том, что они забирают у тебя будущее и только бла-бла-бла. Это твое выражение, за бестактность и грубость которого в отношении взрослых мне за тебя стыдно. Возможно, ты судишь по своим родителям, тогда о них и говори. А я знаю, что мои родители, бабушки и дедушки пережили и как они работали ради нас с тобой. Осмелюсь сообщить, что те, кого ты обвиняешь, обеспечили тебе комфортную жизнь без проблем. Они обеспечили тебе мир. Да, тебе и твоим родителям неведомо, что такое война. А моя страна прошла через самую страшную войну, победила нацизм ценой огромных потерь, последствия которых мы до сих пор ощущаем. 30 миллионов жизней и полностью разрушенная страна. А в это время, кстати говоря, Швеция выгодно торговала и сотрудничала с нацистами. Ты думаешь, мое и твое благополучие упало с неба? Ошибаешься. Это результат тяжелого труда тех, кого ты обвиняешь. Это первое. Второе. Да, существует огромная проблема изменения климата. Но если бы ты больше хотела познавать, а не пиариться, то знала бы, что уже сделано и делается в этом направлении. Ты там частый гость в ООН, поинтересуйся, там знают. И, наконец, что ты предлагаешь? Ты думала об этом? За счет чего и кого ты решила сохранить климат? Ведь, например, парниковые газы, да будет тебе известно, не самоцель. Это побочный продукт выживания людей, прежде всего тех, кто не живет в таком комфорте, как ты. Зачастую тех, кому есть нечего. И таких на Земле большинство. Или для тебя это ненужный балласт? Так что ты предлагаешь? А ничего. Типа надо что-то делать. Хорошее предложение, а главное умное. Бла-бла-бла, говорят твоими словами. А ведь ты уже не маленькая, скоро 19 лет. Не стыдно? И, пожалуйста, прекрати этот спектакль, не выдавливая из себя слезы. Не верю. Дорогая Грета, наша с тобой задача не ездить с глупыми речами по миру, а учиться. А у меня сложилось впечатление, что именно этого ты и не хочешь делать. Приезжай в Киев, поступи в наш институт. Я тебе помогу, чем смогу. Ты получишь великолепное образование, и мы с тобой хорошо образованы, энергичны, возьмемся за решение мировых проблем. Я уверена, что у нас все получится, потому что не виноватых надо искать, а пути решения проблем. Прости за прямоту, но я действительно думала, что тебе лет 15. Что тебе в Киеве? Вместе у нас все получится.